Вы понимаете, что каждый человек – это часть вас. Соответственно, вы не будете у него не воровать, не будете на него злиться, не будете обижаться, не будете... Вы понимаете, что это все есть процесс одного сознания. Соответственно, у вас появится возможность прощать. У вас появится возможность не злиться. У вас появится возможность принимать людей такими, какими они есть. Потому что у вас уже будет глубокое понимание, что этот человек переживает свой определенный опыт, который не менее прекраснейший, чем ваш. Да, он может поступать там хорошо, плохо, неважно, но у вас есть уже понимание, что это его индивидуальный опыт. И вы понимаете, что в нем такой же Творец, как и вас, переживает тот или иной опыт. Когда человек научился и осознал ту или иную вещь, он уже никогда не будет делать плохо другим людям. Он будет уважать других людей. Соответственно, когда я говорю в видео, что если у человека еще нет осознанности, он как маленький ребенок. Он может творить все, что подряд. Он может даже людей убивать, он войны начинает. Да. Вот, к сожалению, это так. Когда человек приходит в осознанности, он сразу понимает, что он есть частичка всего, неразделимая. А эта частичка дает только любовь. Она не способна на вред другому. Потому что есть глубокое понимание себя во всем. Это не то, что там, знаешь, человек говорит, я буду делать хорошо, но не понимает, что для начала это тоже хорошо. Начать не вредить, потому что человек вредит только сам себе. Когда я ударил больно, рука думает, что она... Сейчас вот всегда ножик у меня в голове. Ножик она взяла, ударила по руке, да? Если она типа независимая, она думает, что эта рука независимая от этой. Вроде бы одно тело. Она бьет по другой руке, у нее образуется рана. А боль идет по всему организму. Эта рука потом, также это сознание ощущает боль. Но она нанесла вред этой руке, но боль она тоже ощущает. Потому что идет цепная реакция всего единого организма. Это когда человек причиняет боль или страдания другому человеку, он автоматически это понимает, что он причинил боль. У него срабатывает как единый организм. Да, многие могут это закрыть, как типа, да, и это нормально все, и пошел, как типа заблокировал это состояние. Своего рода, знаете, там, анестезию вколол, эта рука не чувствует. Но оно происходит. И произойдет. Соответственно, если эта будет рука умирать, это тоже умрет. Этот организм будет умирать, все умрет. Одночасье. Соответственно, тогда это как реальность меняется. Реальность сама умирает. В этом определенном физическом теле. Но вы же поняли. Соответственно, когда у человека есть уже глубокое понимание жизни, он не будет причинять вред. У него нет нужды причинять вред кому-то другому. У него нет нужды красть. У него нет нужды обижаться. В жизни вот люди многие говорят, вот как ты будешь на меня обижаться? Тебя кикнут или кто-то. Как? Вот так. Можно не обижаться. Когда есть глубокое понимание, это, знаете, ты можешь простить любого за все. Абсолютно за все. Что бы он ни сделал. Это есть любовь. К другим людям искренняя любовь. Не та, которую люди рассказывают, что я там люблю, не люблю. Они тоже, это тоже такое проявление там каких-то чувств, какого-то сексуального влечения или мамы к ребенку, потому что она тоже понимает, что это ее типа ребенок. А любовь искренняя, когда человек может прощать искренне. Он даже может не злиться, чтобы не прощать. Вот многие из нас говорят, как можно простить то-то, то-то. А я говорю, можно не обижаться. Тогда не будет нужды вам прощать. Никого. Вы просто не будете обижаться. Соответственно, и никого прощать не надо будет. Это возможно. Многие говорят, вот убьют,
Почему-то все приводят пример, там, убьют, изнасилуют ребенка. Каждый случай индивидуальный. Все проживается само в себе. Если ударил по руке, боль пошла, да, будут все переживать эту боль. Но это тоже явление. Но если вы закроете глаза, вы поймете, что все едино и неделимо в сознании Творца, в Боге. Мы разделены только в физическом мире. Каждому из нас необходимо научиться пребывать в этом едином сознании. Тогда не будет нужды кого-то обижать, не будет нужды воровать, не будет нужды злиться. Но эта информация, вы понимаете, не каждый может глубоко посмотреть в себя и в то, что я пытаюсь донести до вас. А когда я доношу, я сам переживаю эти ощущения в себе. И это очень приятно. Мне вот лично очень нравится, когда я говорю, я это все переживаю в себе, эти эмоции. Это любовь. Любовь к жизни. Любовь ко всем вам. Я это не стесняюсь говорить. Я это не боюсь, потому что я это чувствую. И у меня нет нужды кому-то льстить. Я выйду на улицу, я это никому не скажу. Но я это искренне буду ощущать. Я иногда веду себя, что никто не подумает так, что я так это могу ощущать. Но это такая игра, вы понимаете? Вот я выхожу, я должен играть роль определенную свою. Но даже я бы не сказал, что я ее играю. Не каждый может глубоко смотреть. Я это осознаю. И, соответственно, я в каждом обществе веду себя настолько, насколько я вижу, это общество может понимать те или иные вещи. Если человек не понимает, я не говорю, что он глупый. Я веду с ним так, на тот уровень, насколько он понимает, о чем я могу с ним поговорить. Он не хуже, не лучше. Просто определенные вещи говорить смысла нет, человек не поймет. С другим человеком, наоборот, хочется говорить, делиться. Ты понимаешь, что он тебя чувствует. Это уже другой уровень понимания и взаимодействия с другим человеком. Что там у нас для познания духовного, как отделившееся сознание? Здесь выбор. И вот у каждого из нас есть определенный выбор, как мы будем переживать. Но самый неприятный выбор, когда люди живут в потемках, которые люди по ним думают, что я как единый, как Бог. И ты даже не знаю, как такое может сознание у человека выработаться, что он думает, что он там царь зверей, и он вершина всего. Что он отдельный. Я даже этого не понимаю, как можно быть отделимым. Если ты уже состоишь из элементов земли, дух, сознание не твоего. Ты просто переживаешь эти моменты, как ты можешь быть отделимой от всего. Даже у меня такого понимания нету. И соответственно, кто считает себя сильно отделимым, эти люди несчастливы. Они становятся бедными. Представляете? Ты себя добровольно отделяешь от всего великого сознания бытия. Конечно, человек будет нищий чувствовать себя. Он будет себя бедным чувствовать. Очень бедным. И вы же понимаете, это не иллюзия, о чем я говорю. Он себя отделяет. И он себя сводит в одни только рамки вот этого маленького сознания. Да, оно имеет право на такой путь. И как называют таких людей, человек идет в потемках. Он не переживает счастья. Обречен человек на несчастье. Да, он будет переживать, он может чего-то добиваться, там становиться сильнее. Но если он не будет присуще в душе понимание, что он есть единый целый со всем, он по своей априори не может быть счастлив. У него очень маленькое пространство для действий. Он только смотрит в своем маленьком мире. Кто скажет, это плохо, неплохо? Нет. Это личный выбор каждой индивидуальности пережить такой опыт. Это выбор сознания. У него будет много еще опытов, как он сможет переживать сам себя. Потом искать выход. Вот я всего говорю,
одно слово, но к нему так тяжело прийти. Мы есть единый организм, одно сознание. Это не иллюзия, это не понимание, это знание. Если человек этого пока еще не знает, это нормально. Но вы представляете, насколько вы становитесь богаты, когда вы понимаете, что это все единый организм. Жизнь очень коротка, но вы уже богаты в этом физическом теле. И как раз хотел бы завершить 2 лекции. Сознание. Мы едины. Все едины. И когда человек это поймет, только тогда он станет счастливым, искренним и полноценным, потому что он сливается. Все становится другое, как процесс игры, процесс пребывания, переживания эмоций. Но когда человек себя познает в этом большом, хотел сказать, даже гарантирую вам, что у вас будет счастье в душе. И вы сможете познавать себя в глубину своего сознания. Не восприятие, не видение, а в глубину самого себя. Это намного богаче мир. Каждое произнесенное слово, оно потом раскрывается, знаете, как голографически там. Ты можешь видеть в одном слове целые книги. Это такое раскрытие само в себе происходит. Когда человек говорит 2 слова, ты уже понимаешь, что за человек перед тобой. Неужели это не та изюминка, к которой можно стремиться? Это самое интересное. Интереснее этого нет ничего. Все остальное меркнет по сравнению с этим пониманием. Глубины познания Творца. Это есть самое, что ни на есть. Даже, знаете, как иногда сказать, мистическое, фантастическое познание себя в физическом теле, как самого Творца неделимого и со всеми единым. И ты на жизнь уже смотришь, как люди думают. Ты не воспринимаешь их как какой-то отдельный организм. Он что-то делает. Это настолько красиво, но я же не буду говорить, как кто что должен делать. Каждый делает в меру своего понимания. Так же, как и я делаю в меру своего понимания. Оно постоянно меняется. И это нормально, это круто. Со временем у вас открывается большая глубина понимания жизни. И это делает ваше пребывание только прекрасным. Я рад, что вы были со мной. Прекрасного настроения. Будьте все счастливы. На связи.